Привет, танкисты! Этот выпуск будет необычным и посвятим мы его тем, кто в эти дни заслуживает особого внимания. Так что сегодня мы по-новому взглянем на фронтовые истории, вытянем последний счастливый шарик и сами напишем письмо танкиста. На фронте случалось всякое, в основном радостного было мало. Мария Михайловна Рохлина спасала жизни раненых всю войну. И история ее победы начиналась, как это чаще всего бывает по-фронтовому, страшно, а закончилась хорошо и неожиданно романтично. Начался бой, очень сильный, и наши отступили. И я вот с этими 18 человеками тяжело раненых осталась в землянке между немцами и нашими на нейтральной полосе. Через нашу землянку стреляют и немцы, и наши. И так почти 3 суток. Я очень боялась, что могут приползти немцы. Я сидела с автоматом на ступеньках в эту землянку и охраняла их. Я сидела 3 дня. Немцы не приползли. Наши тоже. А на 3-й день вдруг ура, и в землянку первым заходит старший лейтенант, который мне носил цветы. И он мне начал целовать руки. А потом вдруг говорит: выходи за меня замуж. И вы знаете, я сразу же ответила «да». И начала реветь, уткнулась ему в шинель в грудь и начала реветь. Причем реветь в голос. Когда началась война, Петр Алексеевич Филоненко ни секунды не сомневался, что ему делать. Он буквально накануне посмотрел фильм «Чапаев» и твердо решил, что будет защищать родину с пулеметом в руках. И чтобы поскорее получить этот самый пулемет, он ремнем привязал себя к крышке вагона и с зайцем отправился в Киев, ближе к фронту. А дальше с ним чего только не случалось. Наша часть прошла 3500 километров с боями. От Москвы, Воронеж, Сталинград до Павлограда, откуда мне пришлось выносить знамя боевое. Когда немец выставил нам 3 дивизии: Адольф Гитлер, мертвая голова, Рейх, так, и 2 эсэсовских корпуса, а у нас ни снарядов нету, ни горючего, ничего нету. Приказал командир корпуса генерал Кукушкин, сказал малыми группами выходить с окружения. И вот когда он встретился с нами по Саптыке, взял меня за плечо: Петька, можно тебя, пошли со мной. Отвел в сторону, растянул меня. Вот вынеси знамя. Значит, я буду на свободе, и часть будет. Не вынеси знамя, значит, все. Понял. А вечером хлопцы мы пришли в село Елизаветовка. А хлопцы говорят: Петь, сходил бы в село, узнал, там есть немцы или нет. То нам бы жінки картошки наварили, наелись, да погрелись, а попсушили. Но я ж не скажу, что у меня знамя, куда денется. Приказ есть приказ. Пошел, страшновато, что вечером не видно, кто. Думаю, какой-то снайпер захочется, а ну ж попаду или нет. Пришел я до первой хаты, а кукурузиням обставлена хата, утепляли. Дальше солома такая с сеном. А за соломой стоит кухня. И глянул, немец понес 2 ведра, ногой открыл, толкнул дверь, понес 2 ведра в хату, а 3-е ведро на подножке стоит. А мы же голодные, 6 суток выходили с окружения. Я крышку приподнял, а там полно котлет. Я ее швырнул, чтобы не тарахтело. Зато ведро и давай текать. Прибежал в балку, принес хлопцам посадку. Я говорю: нате вам, немецкий повар котлету передал. И даже в таком необычном выпуске мы не можем оставить вас без сюрпризов. В этом барабане находится 1 шарик с названием танка 7-го уровня, на которого и будет скидка. Сказать, собственно, больше нечего, поэтому крутим барабан, узнаем, что же это за танк. Итак, нашим сегодняшним счастливчиком или счастливицей стала Лоррейн 155-50.
А это значит, что в ближайшие 2 недели вы получите скидки на танки этой ветки и бонус к прокачке экипажа. Но это еще не все. В прошлый раз на форуме вы проголосовали за КВ-13. Так что в ближайшие 2 недели скидка распространится и на эту ветку тоже. Поздравляем, теперь вы сможете прокачать эти танки быстрее, а самое главное – дешевле. Как видите, барабан пуст, но это не значит, что сюрпризы закончились. Уже в следующем выпуске вы узнаете, что же будет дальше. Ну и, наконец, наша традиционная рубрика «Письма танкистов». Только письмо сегодня мы написали сами. Дорогие ветераны, мы помним все и не дадим забыть другим. За каждым из вас история мужества, стойкости и бесконечной силы воли. И неважно, сколько лет пройдет, память о вашем подвиге будет с нами всегда. Спасибо вам за все. На этом у меня все. Присылайте ваши вопросы и истории на наш почтовый ящик. А с вами была Ася. Это, пожалуй, все интересности на сегодня. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новую серию танкового мультика. Заслуживает особого внимания. Так что сегодня мы по-новому взглянем на фронтовые истории. Где овации? Я не поняла. Почему никто не хлопает, не падает в обморок? Я реально чувствую себя как под надзором, когда меня смотрят 100 человек. Я спасала.